Девочки и мальчики, всем привет! Вы на канале «Замуж в Индию». И я думаю, что вы догадались, я сейчас собираюсь сделать себе маникюр. Впервые, наверное, за полгода я планирую себе накрасить ногти. Ну, у меня особо желания не было. Есть еще такая проблема, может, кстати, кто-то из вас мне напишет. Я когда себе делала маникюр на родине, в Украине, у меня 3 недели держался, нормально держалось, то есть покрытие. А здесь через неделю уже начинают появляться сколы или вообще полностью облазят. Я вот думаю, либо у меня руки не с того места выросли, либо все-таки это из-за влажности. То есть технологию я не меняла, как меня на курсах научили. Я не супер мастер маникюра, опыта у меня особо нет, но тем не менее как бы придерживаюсь технологии. Но почему здесь у меня не держится покрытие, а там нормально держалось? Напишите, пожалуйста, может есть какие-то рекомендации, как вот в таком климате, что мне делать. Вы видите, друзья, дождь ливанул. Сейчас главное, чтобы не отключили электричество, потому что здесь такое без конца происходит, особенно когда сильный дождь. Слушайте, большая удача, в кавычках. Пошел дождь, точнее ливень, и отключили электричество. Я еще не успела накрасить. Я сейчас как раз накрасила базу и не высушила в лампе. И что мне делать? Сколько мне придется ждать или не ждать, или вытирать? Затея называется маникюр раз в полгода. Да. В общем, друзья, я уже на кухне с одной накрашенной рукой. Электричество дали примерно через 10 минут. Уже успела растечься база. Потом я ее запекла. И цвет я, видите, выбрала такой блестящий. В общем, не очень заметно все эти погрешности. Потом опять отключали электричество. И, в общем, я остановилась на одной руке. Ну, это нормально, друзья. Это абсолютно нормально для Индии. Индианки в основном так и делают. Красят только одну левую руку. Я вам даже специально как-нибудь покажу там Нику или других женщин. Потому что левая рука считается как бы грязной, это такие суеверная причина. Ну и самая такая вот логическая причина, что правой рукой индийцы едят. То есть они не используют ложку, а едят вот так вот руками, ну и чтобы никакие там куски лака не попадали в рот, поэтому они ее чаще всего не красят. Но это здесь у нас. Конечно же, современные где-нибудь там в городах так не делают. Ходят в салоны, нормально им там красят. Кстати, вот это вот одна из причин, по которым я себе здесь не организовала салон. Это такая нервотрепка. Ребята, это такая нервотрепка. Это я себе делаю. И то есть я потеряла кучу времени. Я уже должна была давно приготовить обед и сидеть обедать. Сегодня рыбу. Сейчас буду мариновать в лимонный сок, специи и сразу на сковороду. Ждать не будем. И картошку, наверное, пожарю. Одинокая рыбешка у меня на сковородке жарится. И тем временем котик доедает вторую рыбешку. Ребята, отвернулась на секунду. Кошка спрыгнула на стол и схватила рыбу. И вцепилась в нее зубами. Ну, в общем, естественно, я после кошек есть не буду. И тем более ребенку давать. Так что отдали ей, этой кошке. Вы сейчас напишите: боже мой, что же вы заводите животных и не кормите их? Во-первых, мы не заводили, это хозяин отеля и завел эту кошку. И вот у нее теперь уже 2 котят, которых он тоже завел. Но в основном кормлю ее я. Я действительно не своей рыбой, дорогой помплейт, а там яйцами или курицей. Всегда я за этим беспокоюсь, потому что они все сейчас вегетарианцы, едят только растительную пищу. Ну, извините, я просто, честно говоря, в шоке от сегодняшнего дня. Еще сейчас Артур упал, подскользнулся со ступенек. Что это такое, а? Что это такое, друзья? Так что кошка, в принципе, не голодная. Просто она любит рыбу такую вот вкусную. Ай, Насип. Насип, это брат нашего Насима, младший братишка. Он приехал в Матеран сегодня утром в 5 утра.
приехал сюда работать и учиться. Насим, знаете, для него как второй отец. Он хочет сделать из своего брата человека. Насим считает, что у него очень большой потенциал и старается вкладывать, инвестировать в него средства, помогает ему добиться чего-то в этой жизни. Вот, друзья. А я вообще, ребята, хотела вам рассказать. Знаете, как я вообще планировала? Естественно, я готовлюсь к каждому своему видео. Я себе придумала, что буду в начале видео сидеть, делать маникюр, такая красивая. И рассказывать, собственно, зачем и почему, и куда я собралась с этим маникюром идти. Но, видите, все получилось не так, как я планировала. Ну, может быть, так даже интереснее. Такие вот неожиданные моменты о многом говорят, показывают и раскрывают мою жизнь в Индии. Ну, Парам, расскажи ты, что происходит у нас на кухне? This is month of Shravan. This month only vegetarian we eat. Was political leader. So all women's coming, village women's today. Or maybe near 50 women, ladies. They all eat food, make fun here. Более понятно объясню вам то, что сейчас сказал Парам. Значит, друзья, сейчас в Индии месяц Шраван, череда религиозных праздников. И у жителей Индии есть сейчас возможность как-то разнообразить свои будни, а вот у политиков есть возможность задобрить своих потенциальных избирателей. И наш хозяин отеля тоже будет баллотироваться скоро на выборах. И сегодня вот он решил угостить женщин, так как праздник религиозный сегодняшний посвящен именно женщин, богине, которая покровительница нас, милых дам. Don't cry, my dear. Парам лук чистит, у него слезы потекли. В общем, друзья, сегодня придут женщины сюда обедать, женщины, которые поддерживают партию нашего босса. А завтра тоже будет мероприятие, куда, собственно, меня и пригласили. Для чего вот я себе и марафет навожу. Мы с Артуром и с нашим попугаем давеча сидим на диванчике вечерком, можно сказать, скучаем. И тут заходит мама его одноклассника вместе со своей подружкой. Никита ее зовут. Я очень сильно удивилась. Она попросила позвать Парама. На английском она не очень хорошо разговаривает. И чтобы на хинди все объяснить, зачем, собственно, они пришли. И говорит, мы хотим пригласить твою жену на мероприятие. То есть это будет что-то типа голубого огонька в индийском стиле. Там будут только женщины, вход мужчинам запрещен. Женщины будут показывать там танцы, песни, в общем, кто на что гораст. Таланты-то свои будут проявлять. И говорят, приходи, Наташа, тоже к нам, приходи в качестве оператора. Я буду где-то там сидеть, снимать видео тихонечко. А потом они начали уже продолжать разговор, говорит, мол, Наташа, а какое у тебя сари твое любимое, ткань какая тебе нравится. Начинаю понимать, что от меня чего-то больше хотят, не только как оператора меня приглашают. Я говорю, ну, честно говоря, у меня всего 3 сари. Сначала даже думала отказаться. Зачем оно мне надо? Почему? А потом думаю, что я какая-то старуха, что ли? Нет, надо себя вытаскивать за волосы и идти. Это не годится. Когда вот так вот пропадает интерес к жизни, новым каким-то мероприятиям, это говорит о скором наступлении старости. Конечно, это страшно. Я думаю, что, может, они еще меня заставят выступить. Ну, скорее всего, я уверена, что так и будет. Ну, ничего, как-нибудь. Подошла выключать камеру, вроде уже закончила свою речь. Смотрю, а Парам уже сидит без ножа. Что, все, финиш? Это что было на публику? На публику работал? Nasim come fast. Give me knife. He take knife and he think maybe they lost all time. Very soon, what else maybe they coming. В общем, Парам говорит, Насим подбежал, увидел, что Парам выполняет, так сказать, его работу и забрал нож. Парам шутит, что, наверное, Насим боится, что Парам захватит его работу, так как нас отсюда скоро говорят «до свидания». А, кстати, насчет Насима я сейчас вам... Насим, кстати, ну, можно сказать, нас подсиживает. Сейчас я отойду и вам расскажу кое-что. Попросила Халима, чтобы он выключил телефон. Вот, друзья, значит, по поводу Насима хотела сказать. Ну, начну вообще, наверное, с Парама. Парам все равно, я знаю, что он теплит надежду
что хозяин отеля продлит ему аренду по нормальной цене. Ну, Парам очень сильно хочет этого. Я, честно говоря, не хочу. Мне очень хочется поменять что-то в своей жизни. Мне уже здесь надоело. И тем временем, пока Парам мечтает об этом, Насим строит отношения с хозяином отеля так, чтобы тот его сделал своей правой рукой. Вот как сейчас босс говорит, что он не хочет никому вообще сдавать в аренду отель, он хочет сам им заниматься. У него есть дочка грамотная, которая может искать онлайн клиентов. И он тут, в принципе, тоже живет, он может тоже вести этот бизнес. Ну, конечно же, ему нужна будет помощь. И вот Насим надеется, что его возьмут как помощника, как менеджера. Не знаю, что будет, не знаю, как получится, но сейчас вот действительно у них такие отношения, они общаются, ну, видно, что на какие-то разные темы подкатывает к нему. Сестра, довольная? Довольная, сытая? Рыбку скушала за 1000 рупий килограмм, мою порцию. А я вот сегодня пообедала, дал рисом, похлебкой чечевичной с рисом. Ну ладно, на здоровье. Это панир, друзья, адыгейский сыр. Панир, цветная капуста, горошек, куча специй, лук. Вот, друзья, смотрите, уже и Наргиз пришла, наша новая помощница. Я вам про нее рассказывала в прошлой серии. Она, господи, дети кричат. Да сейчас ее 2 детей играют вместе с Артуром. Фух, боже мой, такой здесь муравейник, работа кипит. В общем, по поводу Наргиза, я вам, наверное, позже расскажу, отдельное видео про нее сниму. У меня, действительно есть что рассказать про эту молодую женщину. Пора мне сам сказать, что Наташа, обязательно сними отдельное видео. Действительно, там очень интересно. Вот, а вы, наверное, сейчас смотрите и думаете, боже, все работают, муравейник, работа кипит, бурлит, а ты только ходишь, снимаешь. А все потому, мои дорогие, что когда я работаю, меня на видео никто не снимает. Все остаются за кадром. Это гулаб-джамуны, уже, видите, уже готовы почти. Сейчас чуть-чуть постоят в сиропе, впитают в себя всю эту вкуснотищу, и можно уже подавать на стол. Ой, мои хорошие мурки. Мурки, мурочки. Это смоктит. Это вздыхает. Такие хорошие. Такие хорошие. Такие хорошие котики. Котя. Котя, моркотя. Я думаю, вы все догадались, уже следующий день, друзья, и вот я собираюсь на бал или на голубой огонек, в общем, увидим. Увидим вместе с вами, что это будет, я пока точно не знаю. Но я должна выглядеть хорошо, меня об этом предупредили. С самого утра пришлось даже сходить в магазин, кое-что докупить, чтобы мой образ был полностью готов. Сейчас вставим момент. Пришли в магазин покупать мне булавку для сари, сари пин. Я очень редко ношу сари, поэтому у меня нет. И всегда просила, чтобы, во-первых, я сама не умею его на себя накручивать. Я всегда кого-то прошу, и тот, кто накручивает мне, тот обычно мне и булавку эту дает на временное пользование. Но уже надоело, сколько можно, нужно свое иметь. Говорю, Парам, давай сегодня купим, пусть будет. Редко, но все равно иногда что все-таки ношу. Ну, покажи вот такие вот варианты. Окей. Сейчас я подберу цвет, который подходит под мою сари. И куплю. Maybe I need two. I think надо одну булавку, которую на пояс приколоть, зафиксировать ткань. И еще на плечо. Из того, что есть, выбираем. Не совсем мне нравятся эти цвета. Ну, ничего. How much? 20 rupees. 20 рупий. А так вы видите, здесь в этом магазинчике лаки продаются, обычные, не гель-лаки. Разные, смотрите, резиночки.
Это тоже сари. О, даже смотрите, даже украшено. Maybe I also want this today. Да, пусть купят мне тоже украшения для волос. Меня будут там рассматривать, друзья. Меня, в принципе, я так и понимаю, что пригласили для того, чтобы развлечение было более колоритным. Это this is natural, да? Настоящий? Нет? То есть это this is I can use many times. Слушайте, это не натуральные цветы, то есть, ну и классно. Супер. Ну, it's good. Of course. Вот. И что тут еще? Краски для волос. Видите, какая палитра. И вот эта вот же девушка, я думаю, вы все ее узнали, это Наргиз. Я ее попросила, чтобы она мне помогла. Что сама я не умею, ну как, я теоретически знаю, то есть кого-то я бы могла бы нарядить в саре, но вот себя сложно, тем более такой важный день. Сейчас я вам небольшую предысторию сделаю. Мне эту предысторию рассказали женщины, которые меня пригласили, мол, Наташа, пойми, у нас здесь в Матаране нет ни театров, ни кино, никаких развлечений особо нет. Причем здесь женщины в основном все традиционные, то есть это домохозяйки, мало кто здесь работает, нет особой необходимости, потому что здесь, друзья, в основном у всех женщин мужья хорошо зарабатывают, в основном у всех. И говорит, что ну вот сейчас особенно сезон дождей, вообще скукотища, никуда не поедешь, из-за дождя особо никуда не сходишь, у детей каникулы. И вот, говорит, как-то же нам надо себя развлекать. И представьте себе, за месяц до сегодняшнего дня они начали репетировать. Вот. А вчера 50 женщин пришло вчера сюда в отель. И пир закончился балом, тут и танцы были, и песни, оркестр. Было очень-очень весело им, а я особо не принимала в этом участие, только чуть-чуть поснимала и все. И, кстати, да, друзья, самое главное, вчера под вот это вот пение и пляски, что слышно было даже у меня в номере, я все-таки себе накрасила вторую руку, так что у меня сегодня все-таки не совсем индийский стиль, что у меня полноценный маникюр на все 10 пальцев. И как она тщательно все делает. И быстро, и все классно, да? Скажите, красиво. То есть вот так вот я могу и так сделать. Я еще себя в зеркало не видела, а уже говорю, что классно. Так, кстати, по поводу Наргиз, она как раз вот не страдает тем, чем ей заняться в свободное от дел, от работы время, потому что у нее свободного времени, собственно, и нет. Но об этом я расскажу вам позже, в следующей серии. Как я и обещала, посвящу этому всю следующую серию. Или не следующую, ну, короче, целую серию я посвящу этой женщине, ее семье. What she said? Не поняла. Говорю, не знаю. Что-то поняла, что что-то спросила. Ты так хочешь или как-то по-другому? Я в шоке. Сейчас подбегает Парам. Нет, неправильно, говорит. Неправильно сделала. Вы видите заново. Куда-то не туда она эти складки пристроила. Раньше, помните, мама Арчиты помогала, Ниха помогала. Но сегодня не захотелось никого беспокоить. Я вчера вам сказала, что у меня 3 сари, а как оказалось 2. Кто-то, наверное, уже спер 3-я сари. Я такие вот вещи, которые я не часто ношу, складываю у нас там наверху в террас, комнатка, ну, которой мы периодически ночуем, когда много клиентов. И там у меня вот эти вот вещи там сложены. Сейчас надо будет еще накраситься, прическу сделать и вперед. Живот мне прикрыли, видите? А до этого мне по-другому надевали сари. Мама Арчита и Ниха. Вы видите, какой сторожевой кот? Вот это да! Артур, не тряси. Артур решил меня снять на видео. В общем, видите, уже последние штрихи. Ресницы. А там уже музыка играет. Парам сейчас сбегал, говорит, уже начали репетировать. Сказать, чтобы я уже шла, снимала. Они же хотят это видео не только для вас, а и для себя, чтобы я запечатлила для них на память. Все, друзья, я готова. Цветы я так на себя и не стала цеплять, что мне не понравилось. Вы видите, Наргиз, она же мусульманка. И
Соответственно, она меня тоже нарядила так, как носят сари-мусульмане, прикрывая живот. Но мне, в принципе, знаете, так даже комфортнее. Я сейчас поснимаю других женщин, и вы увидите, в основном там придут все-таки индуистки, потому что праздник все-таки посвящен индуизму. И вы увидите, как у них по-другому завязан этот лоскут. Господи, как неудобно идти. Парам уже на меня кричит: Наташа, тебе сари противопоказано, ты не умеешь носить, у тебя уже все там растрепалось. Парам говорит, что все, уже, говорит, вид уже не тот. Честно говоря, он даже немножко настроение подпортил. Такое, знаете, на прощание такой вот комплимент сделал. Музыка вовсю кричит, я, наверное, не смогу перекрикивать. आणि खरंच हा कार्यक्रम यावर्षी अष्टवधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार. Ну, что сказать, я в большом восторге от концерта, насколько все профессионально, организовано. Если бы я не знала, что выступали обычные женщины из нашего поселка, которых я каждый день вижу на рынке или по дороге в школу, ей-богу, я бы решила, что приехали артисты Болливуда. Талантливые, яркие, смелые, креативные. Признаюсь, моментами у меня даже по телу пробегали мурашки. Были и танцы, и песни, были театральные постановки. И хоть я и не знаю марате, на котором они говорили, все равно, благодаря виртуозности и мастерству исполнителей, все, в принципе, было понятно. Да, такой момент, друзья. Так как по правилам Ютуба запрещено использовать в своих видео чужую музыку, автор может пожаловаться и видео отключат от монетизации. Так вот, полную версию концерта я выложу на другом канале. Я, конечно же, оставлю для вас ссылку, вы заходите, смотрите. Ну и, конечно же, вот это вот видео, полная версия для всех матерановцев, так как они меня попросили запечатлеть выступление на память. Да, и, кстати, в начале, когда ведущая представляла всех, меня она тоже назвала. Мол, познакомьтесь, это видеограф или видеоблогер Наташа Мисс. Так приятно было и неожиданно. Вот. И в конце тоже, когда уже награждали всех участников, меня тоже вызвали на сцену и вручили подарок. Thank you. आजच्या या कार्यक्रम रंगतदार बहारदार होण्यासाठी Закончилось электричество. Ну вот, на самом интересном. О, кино не будет, электричество кончилось. Артур только пришел, только освободился со своих занятий. साध्या वरण भातावर साजूक तूप घालायचं हिमालयात येतात आता सासूबाई म्हणायचं. До чего же было приятно, когда всем, абсолютно всем женщинам, сидевшим в зрительном зале, подарили по розочке. Меня это что-то так растрогало, прям аж до слез. Нам на самом деле, женщинам, так важно внимание, уважение. Да, и кроме цветов еще были угощения, самосы, кофе, водичка. За это, конечно же, огромное спасибо спонсорам. Молодцы, одним словом, все молодцы, праздник удался. Очень мне понравился концерт, молодцы, просто потрясающе. Получила
Большое удовольствие, спасибо им, спасибо, что пригласили. Я хочу посмотреть, я сейчас вам показать, чем же ж меня наградили. То есть цветы вы уже все поняли, а что же здесь такое? Классно, ребята, я даже не думала, что, ну, действительно нужная вещь. Смотри, кошелечек кожаный, да, я посмотрю, Артур? Да, я тебе потом покажу, вот, кошелек, кожаный А там кошелек. есть деньги? Нет, Maybe там inside есть dollar. maybe евро, maybe доллар. Maybe рупий, или хотя бы гривны, но, увы, только газета. Да я покажу, потом посмотришь, я сейчас покажу и уже выключаемся. Вот, смотрите, кожаный, ручная работа. Ну, действительно классный подарок, который останется на память и который я буду использовать. Все, выключай. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.